Итак, здравствуйте! Я наконец-то осуществил свою давнюю мечту и посетил столицу Южной Кореи, Сеул. Я провел там 3 недели и привез оттуда около 400 гигабайтов материала. Потому что это невероятный город, где каждый сантиметр это нечто новое, уникальное, контрастное, ну или попросту интересное. Все мои самые позитивные предвкушения и ожидания сбылись. Но я был бы не я, если бы показал вам только хорошую сторону Сеула. Когда я туда ехал, я себе поставил цель показать своим зрителям не только идущую вперед семимильными шагами новую азиатскую цивилизацию, у которой нет вообще недостатков. Это не так. Сеул — это гигантский по масштабам мегаполис с населением более 10 миллионов человек. При этом его площадь 600 квадратных километров. Это чуть больше Праги, это меньше Гамбурга, меньше Берлина, Нью-Йорка, почти в 2 раза меньше Лос-Анджелеса. Я был во всех из этих перечисленных городов, но ни один из них не ощущался настолько большим, как Сеул. И я не знаю, в чем его секрет. Возможно, в его гиперконцентрации и высокой плотности всего. Это город, где каждый день из 3 проведенных недель я выходил с новой станции метро, и каждый раз я попадал в густонаселенный район, под завязку забитый небоскребами, магистралями, магазинами, торговыми центрами. И первую неделю казалось, что ну вот весь Сеул такой, куда бы я ни приехал. Но я принципиально в это верить не хотел и знал, что закрома существует, просто ее надо правильно искать. Все эти небоскребы, спорткары, девочки-модели, это все есть и с лихвой. Давайте это оставим для следующего видео. Конкретно это видео я все же хочу сделать менее глянцевым. И с этого мы и начнем. Сквозь густые деревья и буквально горы мусора можно видеть новостроечки. Высокие, классные, дорогие. И вот такой у них видок. Это место называется деревня Гурьонг. И она находится на самой окраине района Гангнам. Район с небоскребами, Роллс-Ройсами, Поршами, Бентли, крутыми кей-поперами, дорогущими ресторанами. И такая жизнь есть в Сеуле. Это не рекламные плакаты. Здесь призывы к властям. Решите, пожалуйста, наши проблемы. Здесь перерабатывающая свалка. Здесь не самая романтичная речка. Молоденькие девочки, красивые, со сделанными губками, щечками и прочими другими вещами здесь не фотографируются для Инстаграма. Это место не предрасполагает для романтичных фотографий, согласитесь. Но вот так живут некоторые корейцы. Не стоит сейчас как-то делать поспешных выводов. Вот это значит настоящая Корея, а не вот эти ваши глянцевые обложки. Нет, глянцевая обложка никакая не фейковая, а вполне настоящая. Просто есть и такая жизнь, где люди буквально живут среди груды мусора, потому что вот приходится. Примечательно, здесь стоит такси. Скорее всего, какой-то из водителей здесь живет. Ну и в принципе машины здесь ездят весьма, нормальные, что ли. Даже здесь есть камеры. Да. Вот с таким видом все. Скажу честно, условия жилья похуже, чем в «Паразитах». Но что меня удивляет, здесь регулярно встречаются нормальные машины. Вообще, в принципе, у корейцев очень хорошие автомобили. Имеется в виду новые, дорогие. Вот мне кажется, эта деревня показывает примерно то, как живет 95% жителей, которые соседствуют сверху. Ох, вот тут вообще, конечно, жесть. Жесть. Да. Из буквально любых материалов сделанные. И где-то здесь магазинчики, где-то здесь просто жилье. То есть, все функционирует, ничего не заброшено. Здесь находятся люди. Конечно, контраст просто феноменальный. Я не сомневаюсь в том, что власти рано или поздно этим местом займутся. И как минимум частные компании здесь что-то построят, и людям какие-никакие, но пространства жилые дадут. Вопрос когда?
Ну, учитывая темпы роста Кореи, я думаю, это произойдет, в принципе, скоро. Вот такой контраст. Сейчас я вам расскажу про One Inch Wallet. Это не кастодиальный криптокошелек, где ключевая фраза доступа хранится в зашифрованном виде только на вашем устройстве. Поэтому ни одна корпорация или хакер не сможет завладеть доступом к вашим активам. Главное записать секретную фразу и не забыть. Не забыть, где спрятали, потому что такое у людей тоже бывало. Во-первых, в нем можно хранить криптоактивы и в том числе NFT. В нем можно смотреть историю транзакций и, что интересно, в кошелек можно импортировать публичный ключ криптокошелька. Объясню по-народному. Вы можете взять номер любого криптокошелька, какого-то блогера или кита с фондовой биржи, или какой-то волонтерской организации, что сегодня актуально, вбить его туда и смотреть их транзакции. Да, это можно сделать и через другие сайты, но здесь это гораздо удобнее, плюс оно сохраняется. Но это что касается хранения. Через One Inch Wallet еще и можно покупать криптовалюты по очень выгодному курсу, потому что это не просто кошелек, но еще и агрегатор децентрализованных бирж. Для вас он всегда будет находить самый выгодный курс, который обновляется каждые 10 секунд. Более того, можно покупать еще и с кредитной карты. Этот кошелек подойдет как начинающим, которому просто нужен кошелек, так и опытным трейдерам. Ссылка будет в описании. Деревня Гурьонг — это еще хуже и страшнее того, что мы видели в «Паразитах». Приблизительно 2500 человек живут в убежищах, сделанных своими руками. Деревня эта появилась в 80-х годах, когда людей буквально выкинули с района, который пытались обустроить для Олимпийских игр. В интернете пишут, что мэр обещал выделить квартиры, субсидировать жилплощади, но все это статьи 2014 года. И с этих пор эта деревня никуда не делась. Злая ирония в том, что она находится на окраине самого дорогого района Сеула. И проходишь 5 минут пешочком, и вон, пожалуйста, тебе современные новострои с плиточками, асфальтами, все как надо. Здесь арка по размеру, как у нас дома, просто для красоты, витрина такая въездная. Вот, пожалуйста. Вон школьный автобус забирает детей, здесь такие грядочки. Вон еще одна арочка, которая тебя заводит в еще один жилой комплекс. Да, арки у них любят солидные. Про другую часть Кореи вроде и говорить не имею права, потому что там не был, но более чем уверен, что там этого еще больше. Сеул местами безумно контрастный. Ездят Ламборгини, Бентли, девочки с Луи Виттон, и в метре от них бабка обрабатывает рыбу на асфальте. Совершенно нормальная картина для Сеула, где небоскребы, торговые центры, новые машины, и ходит тип с тележкой, как будто из какой-то провинции нищей. Это результат ультрафорсированного роста экономики и общества. Проще говоря, общество настолько быстро начало развиваться, что не все его аспекты успели за этим прогрессом. Вот просто типичный Сеул, рынок, все такое, знаете, провинциальное, да, и вон впереди тупо Rolls-Royce. Самая обыкновенная картина для этого города. Нечто подобное нас удивляет в Восточной Европе. Какая-нибудь Варшава, где тоже есть небоскребы, и ты поворачиваешь голову, а там какая-то ободранная хрущевка. Очень странная вещь. По всему городу стоят такие будочки, где сидит, как правило, какой-то дедушка и чистит и ремонтирует обувь. Типа это ремонт обуви, но я не знаю, оно выглядит что-то как-то грустно, что ли, я не знаю. Ну или в той же Варшаве ездят Урусы, Роллс-Ройсы, а сбоку какой-нибудь магазин из 90-х, где продают чулки. Поскольку в Корее этот экономический и социальный скачок произошел еще быстрее, этот контраст еще более выраженный. В памяти огромного количества и даже не самых пожилых корейцев еще свежи воспоминания, как они, извините, в яму срали. Сегодня же у них умные туалеты с подогревом, разными режимами массажа. Мобики из Дальнего Востока за такой душу бы продали. По сути, не так давно они в соломенных шляпах ловили рыбу и даже спасались от голода. Относительно недавно это была бедная аграрная страна, где даже аграрная отрасль была не особо развита. Но в результате экономических реформ, политических преобразований, в том числе и демократических процессов, хотя начинали они вообще не с демократии, уж точно, с помощью американских и европейских инвестиций мы имеем одну из самых развитых стран и наций в мире сегодня.
Я обещал сделать минимальный акцент на блеске всех этих небоскребов, поэтому перемещаемся в район Донгдан-Мун. Конечно, и здесь от дорогих бизнес-центров со спорткарами спрятаться нельзя. Но стоит захотеть и немножко поискать, и перед тобой открываются многочисленные бабкины рынки, где все пронизано этой классической корейской атмосферой, эстетикой, жареная еда, где жарят буквально все, от осьминогов до подошвы, и причем по вкусу и текстуре они одинаковые. Рынки самые разные, иногда они специализированные, а иногда все вперемешку, там продаются микросхемы, и в метре от него параллельно стоит бабка, рыбу продает. Я забрел в какой-то их местный радиорынок, и вот прям реально, буквально радиорынок. У нас такой в Одессе есть, правда он уже чуть-чуть более ухоженный. Здесь всякий китайский, не только китайский хлам. И, конечно же, еда. И газовый баллон так просто стоит. Ох, как здесь узенько. Ну, здесь так, атмосферно, могу сказать. Бедненько, но атмосферненько, да? Опять еда. 84-й год. С этого времени работает какая-то здешняя кофейня. Многие... А, нет, они все открыты. Класс. Что-то в этом есть, согласитесь. Тут ремонт техники. Старой техники. Но, видно, молодежь здесь не ходит. Здесь только вот деды, пенсионеры. Радиорынок продолжается. Мы залазим в эту пучину изысканной колоритной электроники. Что здесь только не продается. И провода. Провода, много проводов. Гирлянды, всякие транзисторы, лампы. Здорово, аутентично, колоритно. Вот чисто Сеул в одной картинке. Тесла и чел с повозкой. Это офигенно. Я честно говорю, это обалденно. Мне очень этот контраст нравится, потому что вот это все, оно позволяет понять, насколько страна развивается, какими стремительными темпами, что она не успевает убрать вот такие рудиментарные элементы. Здорово, да? Класс, какой колорит. И куча электроники. Вот мне что в них нравится, они вообще не стесняются, когда их снимаешь. Отчасти еще потому, что здесь всюду камеры, абсолютно на каждом углу. Поэтому это просто бессмысленно. Клево. Слушайте, это уже близко прям к трущобам. Правда, это не жилые здания, но вот сверху, вот здесь, уже, кажется, жилые. Да, сюда очень полезно прийти, потому что замыливается немного взгляд, когда ты путешествуешь только по Гангнаму. Кажется, что здесь все мажоры, все ездят на Лексусах, в самом худшем случае, в основном на Поршах, там Бентли, Мерседесах, БМВ. Есть и такая сеульская жизнь, где люди себе зарабатывают на пропитание, делая тяжелый физический труд. Да, и помимо стеклянных небоскребов, есть и такие вот места. Какая-то промышленность здесь происходит. Да. Позвольте мне немножечко помолчать, и вы в тишине посмотрите. Потому что я не знаю, что тут еще говорит, тут надо показывать. Мне вот это все напоминает какой-нибудь Вьетнам, ну вот условно, да. Только вот Вьетнам, он практически весь такой. В чем крутость? То, что я сейчас 5 минут потрачу, и я из этого уйду, и этого больше не будет. Будут небоскребы, будут классные скверы, парки, супер крутые стилевые территории, пространства. Вот этим и здорово, что ты так насладился колоритом и от него спокойно, благополучно ушел. В других странах Азии, во многих других, так сделать не получится. Этот колорит тебя будет преследовать постоянно. Класс. Итак, вы только что видели, где я был, да? Я прошел ровно минуту.
Все, Старбаксы, крутая дорога, тротуары шикарные. Они просто еще не везде успели навести порядок, но скоро все будет. Я, конечно, это говорю без уверенности, но вот у меня есть такое предположение. Здесь очень молодые пенсионеры. Скажем так, мне кажется, что здесь огромное количество людей, которые выросло в бедности, и тут они резко, значит, вот теперь вот это все видят. И они еще не успели перестроиться, и вот они держат свои маленькие ларечки, которые вот похожи примерно на вот это все дело. То есть молодежь еще не успела пустить корни, скажем так. Вы понимаете, что я имею в виду, да? Когда я попадал на эти рынки, я словно приземлялся на землю и успокаивался, говоря себе, что вот, это самая обычная страна. Не то, что ты себе нафантазировал, что здесь параллельная вселенная с роботами, искусственными интеллектами. Здесь те же самые бабки, что и у тебя в Одессе на привозе. Только там продают квашеную капусту, а здесь настойку из пчел. Да, среди множества посещенных рынков, кажется, я посетил какой-то шаманский. Здесь продается кожура с дерева. И даже пахнет она как-то интересно. Что они из этого делают? Да, это какой-то рынок трав. И запашок здесь стоит соответствующий. Ой, оно все перемешалось. И дает очень странный средний запах. Ни на что не похожий, но травяной. Я так понимаю, это что-то для каких-то обрядов их местных. Для каких-то зелий, растворов народных. Я ума не приложу, что они из этого всего делают. Блин, вот это чисто Азия, вот прям вот Азия. Скоро этого всего не будет, это надо понимать. Что скоро сюда придут застройщики, все это выкупят, деньги раздадут и построят новые современные районы, либо влепят 100-этажные многоэтажки. Такие постройки не часто попадаются, их в Сеуле немного. В данном случае это какое-то заведение, кафешка. Слушайте, мне кажется, я попал на какой-то колдунский рынок, помимо рогов, каких-то желудков, походу, какие-то травы. Здесь это что? Это шершни, пчелы, осы. Но это точно не пчелы, они для пчел какие-то слишком большие. Какой ужас. А это настойка из них, что ли? Это настойка из пчел? Что? Ё-моё, мать, что ты тут вообще продаешь? Мне очень нравится этот корейский контраст, где на фоне этого колдунского рынка для знахарей, ведьм и прочего растет новый город. Вот он. Высоченные небоскребы. А здесь бабушки торгуют для знахарей, колдунов. Мне особенно нравится корейский контраст в плане автомобилей. То есть всю ауру вы уже поняли. Пожалуйста, Porsche Panamera 4S. Еще раз напоминаю, здесь никто тебя не зазывает. Ты спокойно проходишь, ты спокойно смотришь. Здесь прям как в Apple Store. Кто хоть раз в них был, знает, что там консультанты к тебе не обращаются, пока ты не обратишься к ним сам. Вот здесь так же само. Вот это, я понимаю, букет для любимой. А, это у них тупо чеснок так продается. Очищенный, большой, но он у них такой не ядреный. Вот такой разный Сеул. Но что меня удивило на подобных рынках, что очень много молодежи. Для них не зашкварно туда прийти. Тут они покупают стильную и очень дешевую одежду. Да, в Корее эта отрасль развита, они делают свои ткани. Тут они едят, потому что в этих местах еда стоит сущие копейки. Но про еду чуть-чуть позже. Я попал на местный привоз. Сейчас буду показывать. Короче, рынок с едой. Ох, знали бы вы здесь, какое амбре масляное стоит. Но что-то в этом есть. Как много света, оно все от этих пластиковых упаковок отсвечивается. И долго стоять на одном месте снимать тоже нельзя, потому что тебя будут толкать в спину. А люди здесь стоять не любят. Ах, как же здесь стоит запах жареного. Ох. Можно ли я к вам на кухню загляну? Жареное, все жареное. Какая вообще разница, что есть, если оно все равно во фритюре сделано, и на вкус все одно и то же. Вкус фритюра. Осьминоги, рыба, лапша какая-то варится. Тогда мы... Проходите, пожалуйста. Приятного аппетита. Ох. И вот вроде что-то купить и хочется, но задаешься вопросом, а зачем? Что это такое? Они все время это везде жарят. Ё-моё, что это?
Это свиные копыта, что ли? О, соджу. Средь бела дня. Я даже знать не хочу, что это. Выглядит не очень. Так вот, что я хотел сказать. У нас похожие рынки типа есть, но зачастую в них ходят какие-то деды, бабки, а здесь куча молодежи. То есть это, видимо, что-то не зашкварное для них. Да, атмосфера здесь, конечно, крутая. Класс. Какие-то их лекарства местные продаются. Косметика. О, ладно, тут все продается, не только лекарства. Похлопала его. Нормально. Так, лапша какая-то. Слушайте, но это не совсем гигиенично, если честно. Люди едят, а сверху у них пельмени, которые потом кому-то положат. Так, все, я этим рынком насытился, я больше обратно туда идти не хочу. Слишком движовое место. Чересчур. Но мне здесь нравится вот на данный момент, на данном этапе даже больше, чем в Гангнаме, поскольку здесь какое-то более аутентичное, что ли, место. Итак, с того рынка мы сразу же попадаем на другой. Не все же время вам показывать небоскребы, там элитные какие-то заведения, да. И такая жизнь в Сеуле тоже есть, ее очень много. Это сейчас модно так в Корее или что, я не понимаю. Короче, это их местный 7-й километр. Продают тут все. Они, конечно, диву даются. Какой-то странный чел с 3 камерами ходит здесь, все снимает, как будто это какая-то аллея славы. Но для меня это все такое в новинку, интересное, необычное. И наверняка для них, когда они приезжают в Европу, они тоже фоткают то, что для нас такое обыденное, странное. Наверняка наши хрущебы неплохо так фотографируют, потому что это что-то интересное. Вон тут женщины готовят что-то на улице. Там, получается, в паре метров из металла делают всякие плиты и прочие другие инструменты. А здесь готовят, а тут продают костюмы. Да, здесь контраст, конечно, продукции впечатляет. Что мне нравится здесь, во всех этих рынках? Они не занимаются зазывательством. Они просто спокойно делают свое дело, и они тебе не кричат вслед, они тебя не преследуют, они к тебе не навязываются, и это очень прикольно. Мне кажется, в этой стране просто уважают твое личное пространство, и это одна из самых позитивнейших черт их менталитета. Они просто тебя не тревожат. Давайте говорить откровенно. Вообще, это рынок, говна полного, потому что я бы здесь ничего себе бы не купил, но он такой уютный. И такой атмосферный, вот эти все бабушки стараются, что-то готовят. Не, вот относительно еды я ничего не говорю. Еда наверняка вкусная. Я имею в виду товары. Здесь откровенные товары, посмотрите, вот такого качества, что-то алиэкспрессного какого-то. Северная Корея. Невозможно было обойти эту тему стороной в моем ролике. Расскажи эту историю. Давай. Про северокорейца. Короче, южнокорейские пограничники, они то и дело своим северокорейским коллегам отправляют через границу всякие ништяки. Например, чокопай. А что такое чокопай? Чокопай это, получается, пирожное такое. Ага. Рион, чокопай. Вот, порнуху отправляют также туда. Как они это делают? Надувая шары гелием. Они отправляют туда через границу, и были случаи, когда северокорейские пограничники, они расстреливали эти шары с чокопаем и порнухой из ПВО, блядь. Это real talk. Да. Равномерный ответ. Безусловно, многих зрителей интересует, а что у них там с Северной Кореей? Как они к этому всему относятся? Этот вопрос я напрямую задавал многим корейцам, и ответ вас не то чтобы устроит, потому что им вообще все равно. Риторика примерно такая: нам на них насрать, просто пускай они не лезут сюда. То есть официально они северную не признают, да? Да, они друг друга не признают. Северная и южная. То есть, подожди, а вот у них в учебниках школьных как отображается карта? Они по-разному. Где-то границы рисуют, где-то не рисуют границы. Ага, понятно. Про ту Корею я даже не спрашиваю, там все предельно понятно. Это инсталляция корейской старой школы, да? О, то есть раньше корейские классы отапливались с помощью вот такой печки.
Скоро в Европе ровно так же будут отапливать, учитывая цены за куб газа. Конечно, они очень боятся военной эскалации, конечно, они боятся всякий раз, когда он делает эти тестовые запуски, а в тот месяц, как я приехал, он с особенным возбуждением это делал. Короче, мною не была замечена риторика в духе «Ой, это братский народ, мы так хотим объединиться». Не, им все равно. Они просто не хотят с ними войны и все. Что интересно, нынешний президент Сук Йоль, который, кстати, был прокурором в деле обвинения бывшей президентши Южной Кореи по делу о коррупции. Ее после этого посадили на 20 лет, но выпустили досрочно по состоянию здоровья. Короче, он предлагал Северной Корее начать процесс денуклеаризации, взамен Южная Корея будет помогать им деньгами, гуманитаркой, строить инфраструктуру. В принципе, обмен выгодный, но его буквально послали, сказали закрыть рот, короче. Да, говоря об этих двух странах, невозможно не приплести третью — Соединенные Штаты Америки. Уверен, вы все знаете историю, что во время Корейской войны Южная Корея была под США, а Северная была под Китаем и СССР. Сложно однозначно сказать, кто в этой войне победил, потому что война закончилась там же, где она и началась. На 38-й параллели, где сегодня существует современная граница между этими двумя государствами. Естественно, в Корее до сих пор находится очень большой американский контингент. Что интересно, огроменная гигантская военная база США находится чуть ли не в самом центре города, и по размеру она как несколько районов в Европе. Уже давно идет процесс по перемещению военной базы из центра Сеула в какие-то другие отдаленные места, в том числе из-за колоссального, катастрофического недовольства местных жителей. Я вам так скажу, если от какого-то корейца я слышал, что ему не нравятся американцы, то, скорее всего, потому что он видел американских военных. Потому что вокруг своего респауна, вокруг военной базы, рестораны, кафе, всякие массажные салоны, все сделано для их удовлетворения. И они любят устраивать дебоши, а также выпивать и приставать к девочкам. Короче, на выходных любили громко погулять. Только это все усложняется еще, потому что корейский менталитет, он сам по себе очень спокойный, неконфликтный, тихий, с уважением личного пространства. Это полная противоположность американцам. Отсюда и весь этот негатив. Так вот, насколько же было велико мое удивление, что оказывается, американский контингент там находится не потому, что он хочет, а потому, что этого хочет Южная Корея. А оказывается, Южная Корея платит деньги Соединенным Штатам, чтобы их военный контингент там находился. Когда президентом был Трамп, он и вовсе возмущался, что Корея платит очень мало, что им надо повышать цену до 5 миллиардов в год за оплату услуг, или он будет сокращать этот контингент. Понятно, почему это происходит. Южная Корея платит за свою безопасность. Но будет крайне большим заблуждением считать, что эта безопасность обеспечивается только американцами. Отнюдь. Южнокорейская армия является одной из самых сильных армий мира. Во многих авторитетных рейтингах она находится на 5-м. Сложно опираться на эти мировые рейтинги в свете недавних событий, но тем не менее. Это действительно очень качественная, современная, модернизированная армия. Южнокорейская армия является еще уникальной тем, что из развитых стран она одна из немногих, где армия не контрактная, а обязательная и двухгодичная. Да, я встречал негатив от корейцев в сторону Америки, но не то, о чем вы подумали. Они злятся на Америку, что она очень мало помогает. Дескать, Америка не обращает внимания на все эти запуски ракет, потому что они не межконтинентальные, и Америку это не интересует, им вообще плевать на нас, на Южную Корею. Да, примерно такая риторика, что американцев наши проблемы не интересуют. Но в целом антиамериканские настроения в обществе в духе «Америка плохая, ужасное зло», они крайне маргинальны. Это образованное общество, и они прекрасно понимают роль этого государства в их успехе. А это мы находимся напротив американского посольства. Как здесь, кстати, к американцам относятся, ну, в твоем окружении, по крайней мере? В моем окружении все относятся к американцам хорошо, потому что если бы не американцы, здесь была бы одна большая Северная Корея. Это действительно так. Посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Южную Корею, как они живут. Народные танцы. Это, по-моему, тэквондо. Да, недалеко от этой военной базы находится военный музей Южной Кореи. Сразу говорю, музей неплохой, в нем представлена как трофейная техника северокорейской армии, там и советская техника, и американская техника времен Корейской войны, естественно.
Конечно, есть и более современные экспонаты, но их поменьше. Здесь и танки, и истребители, и ракеты, и экспроприированный личный автомобиль Ким Ир Сена. Его украли во время Корейской войны. Кстати, во время нее северокорейская армия почти одержала победу. Они дошли уже до Пусана, это самый юг страны. И если бы не вмешательство американцев, этой страны бы не было. Я на таком в батле гонял. Точнее, вон на таком я гонял, да. Но это тигр. Это тигр, притом это реальная раскраска. Вон, тут показывают исторические снимки. Но они правильно сделали, потому что я бы не поверил, что такой боевой окрас могут в реальных сражениях использовать. Да, в батле все танчики, они какие-то маленькие. В батле вот эту огромную гигантскую машину останавливают два дебила с каким-то РПГ. Ну, смешно. Я тебе так могу сказать, при нынешней войне, той, которая сейчас в Украине, это, в принципе, достаточно полезная хуйня. Вот вообще не лишнее. Друзья, прерву просмотр на небольшую, но важную рекламу. Большая удача для видеоблогера, когда приходится рекламировать то, чем сам пользуешься очень много лет, чему доверяешь и хочешь рекомендовать. Сегодня будет этот случай. Best Change — это агрегатор обменников как криптовалютных, так и фиатных. Зачем он вам нужен? Предположим, вы хотите купить криптовалюту, или продать криптовалюту, или обменять деньги с карты на карту другого банка, или перевести деньги в другую страну. Или деньги с карты Приватбанка перевести на визовую карту другого банка мира. Короче, любая ваша криптовалютная или просто валютная транзакция может быть превращена в жизнь благодаря BestChange. Вы просто заходите на сайт и выбираете, откуда вам надо отправить деньги и куда вы хотите их получить. Допустим, вы хотите за деньги, которые находятся на карте Visa или MasterCard, купить биткоин, вот самое банальное. И вам сразу же BestChange показывает список обменников. И в этом списке они сортируются по уровню выгодности курса. То есть BestChange вам помогает найти самый лучший курс, но самое главное — это агрегатор, и чтобы туда попасть, нужно, во-первых, пройти верификацию, проверку, модерации сайта. Во-вторых, чтобы на BestChange оставаться, надо поддерживать безупречную репутацию. Отзывы публичные, их можно читать. Если у обменника есть негативный отзыв, вы можете посмотреть историю, что было не так. Этот сервис существует, по-моему, с 2007 года. Вы представляете, насколько он старый? Этот сервис подойдет как для обмена, покупки или продажи криптовалюты, так и для покупки, продажи, обмена обычных денег. Поэтому настоятельно рекомендую, ссылка будет в описании. Да, можно бесконечно долго и справедливо благодарить американцев сперва за военную помощь, затем за экономическую, за гуманитарную. Однако важно помнить, что в плохой почве хорошее зерно не прорастет. Сколько лодырям, тунеядцам и дуракам денег не давай, они ничего с ними не сделают. Если бы корейцы не были высокоинтеллектуальной и трудолюбивой нацией, всего бы этого бы не было. А именно таковыми они и являются. Я ехал в эту страну с четким представлением, что корейцы — это честные люди, трудолюбивые, вежливые, спокойные, очень образованные, и все это оправдалось. Хоть я и пробыл всего 3 недели, менталитет примерно я начал понимать. Во-первых, в большинстве своем они очень закрытые люди. После Европы первые пару дней, заходя в лифт, я по привычке с людьми здороваюсь. Они этого не понимают. Какое зло они тебе сделали, почему ты к ним лезешь? Корейцы не любят, когда вы вторгаетесь в их личное пространство, и они тоже в ваше не вторгаются. Здесь не принято делать комплименты девушкам на улице, это воспринимается как очень дурной тон, если и вовсе как не харассмент. Я, конечно, полный мудак. Я спустя неделю вспомнил, что давать одной рукой кредитную карту, деньги и так далее — это не увлажнение полное. И, к сожалению, я это понял тогда, когда она мне дает обратно мою кредитную карту 2 руками. И я такой: точно. Грустно теперь чувствую. На весь Сеул опозорился. Да, у них нельзя передавать что-то одной рукой. В крайнем случае, ты одной рукой должен придерживать ту руку, которой что-то передаешь. Кайфовая здесь, конечно, атмосфера. Я бы наверняка еще вернулся. Редко в каком ресторане на вас будут распылять улыбку, приветствие, прощание. Редко. Но и чаевых здесь с вас никогда не попросят. Более того, если вы их оставите, это дурной тон, дескать, ты показываешь свое превосходство. Это оскорбление. Приложение Uber, оно здесь, кстати, называется чуть по-другому, но это ровно та же самая иконка открывает у меня это приложение. Я только что поставил 5 звезд водителю, и приложение не просит оставить ему чаевые. Во всех странах мира Uber и другие приложения такси просят оставить чаевые. Здесь этого нет. Но, как я понял, вся вот эта закрытость — это некая пелена.
Познакомиться, заговорить с ними сложно, но если у тебя это получилось, это супер открытые, веселые, классные ребята, с которыми можно общаться просто часами. И благодаря своему подписчику Саше, который знает очень хорошо корейский, у нас это получалось. Притом для знакомства, общения очень важна обстановка. Где-нибудь на улице, в кафе лучше не лезь. Если речь касается клубных районов, каких-то специализированных кафе для знакомств, то есть где специальная обстановка для знакомств, общения, там они все открытые. Есть тусовочный район Итавон, куда куча девчонок и парней приходят знакомиться, знакомство и первый этап общения, да в принципе как и в Европе со всеми людьми. Однако в глубине менталитета мы все очень разные, чего стоят рассказы моих подписчиков, которые встречаются. Один подписчик вообще женат на кореянке. Очень много привычных для нас вещей у них не принято делать. Мне все, кстати, говорят, что с корейцами надо быть очень аккуратным при сарказме. Потому что то, что для нас кажется шуткой, понятной, очевидной, они это могут не понять и очень сильно оскорбиться. Надо понимать, что несмотря на всю эту прогрессивность, небоскребы, значит, модные бренды, глобализация, это традиционное общество. Они очень сильно уважают старших, у них гигантская иерархия к старшим. То есть они ничего не могут делать без старшего, всегда все спрашивают и так далее, но это очень объяснимо. Потому что страна в 50-х, 60-х была просто, я не знаю на каком уровне, то есть мне кажется... Нищета, голод, да, все это. Страны СНГ никогда на таком уровне не было. Да, они понимают, кем это все было построено, и стараются соблюдать их традиции. Пускай многие вещи уже потихонечку уходят на второй план, например, молодым не принято целоваться в публичном месте. Не так давно поцелуи на публике были осуждаемые, сейчас уже с этим посвободнее. Однако другие детали традиции никуда не делись. Например, сугубо порицается обзываться. Корейцы в шоке от нас, что мы можем друг друга крыть всем, чем только можно, и через 30 минут продолжать общаться. У них не принято драться. Во-первых, это большая ответственность с точки зрения закона, но еще и с точки зрения общества. Это очень непрестижно. Лучше плеваться, и они реально так делают. Тут невозможно, чтобы все увидели. Если ты ударишь человека первый, ты можешь в тюрьму попасть. Вот это правильно. То есть виноват тот, кто первый напал. Да, поэтому тут все плюются, когда разбираются. Плюются? Да, плюются, обзываются, харкаются, да. Правильно. Факт. Короче, они очень вежливые люди с очень спокойным темпераментом. Они не склонны к конфликтам, крикам, разборкам, они не воруют. Вообще, безопасность в Корее — это вещь, которая меня удивляла каждый день. То, как они пристегивают велосипеды. Просто какой-то тоненький канатик, который в Европе парень, приплывший на лодке, зубами раскусит. Буду честен, не только он, местные тоже подворовывают неплохо. В Корее я регулярно был в Старбаксе, и люди оставляют макбуки, телефоны и могут пойти в туалет. Когда заведение закрывается, они не пристегивают уличную мебель, потому что никому не придет в голову ее воровать. Даже в Германии, я уже молчу про Италию, Францию, цепями пристегивают уличную мебель. Цепями. Их темперамент, менталитет, он не склонен к конфликтам ни в какой форме. Я не представляю, что надо сделать в Сеуле, куда прийти, чтобы тебя ограбили или поколотили. Но было бы странно, если бы все было идеально. Ну, во-первых, да, все азиаты, они в целом расисты и лицемеры очень большие. Ну, то есть это правда. Особенно вот я как в модельном бизнесе это очень сильно вижу. Это даже не только в модельном бизнесе. А как это проявляется? Как это проявляется? Да по-разному, допустим, в заведения не пускают. Ну, вот такой даже банальный расизм. Реально заведения не пускают. Там в клубы какие-то не пускают. Вот тут даже на Гангле. Там на Хангде тоже, на Итавоне тоже. Но это, правда, уже в прошлый раз было. И европейцы причем. Европейцев, да, конечно. Не пускают, не везде пускают. Дальше, в местные заведения маленькие, на окраинах, что там очень дешево. Там 3000 вон, рамен, вот такая тарелка, типа. Ну, то есть это вообще, понимаешь, сколько? Ну да, вообще понимаю, копейки. вообще копейки. 1,5 евро где-то. Да, то есть там ты наешься вот так просто, и он очень хороший, вкусненький, нормальненький, плюс кимчи там. Это, то есть такие заведения тебя могут не пустить. Вот мы тут ходили, есть на Gangnam, тут базар один местный, как бы для локалов, как бы для местных. Блин, я помню, там мы хотели зайти в кафешку, но это было, правда, в прошлый раз. Но мы там хотели заходить там в рестики, там какие-то там маленькие такие местные, нас не пускали. А как это объясняли? А они просто такие, Анё. И самый любимый жест корейцев это вот. Знаете, когда два разных человека из разных сфер деятельности, разного возраста, притом не знакомых друг с другом, говорят одну и ту же вещь, значит, скорее всего, они говорят правду. И я сейчас про то, что корейцы на основании вашей национальности могут вас, например, не впустить в клуб или еще что-то сделать,
дискриминационного. Мой подписчик Саша, который уже 8 лет, извините, живет в Сеуле, он подтвердил это, что его не впускали в некоторые заведения, но также он рассказал историю, где афроамериканку в Сеуле не впустили в клуб на основании ее цвета, и что ее удивило, что в этот момент в клубе играла музыка афроамериканского исполнителя. Но не стоит думать, что эта дискриминация касается только европейцев или афроамериканцев. Из-за исторических предпосылок не просто еще живется японцам. С другой стороны, из-за японцев в прошлом веке не просто жилось корейцам, и корейцы это хорошо помнят. Корея была под японской оккупацией, творили самые страшные вещи с их женщинами, детьми, эксплуатировали население. Знаете, в Корее очень много символов солнца. Для них это солнце и только, в отличие от нас, европейцев. При этом у нас даже с таким предлогом их повесить ну явно нельзя. Но у корейцев есть своя свастика, это имперский флаг Японии. Корейцы же, у них постоянно терки с японцами. И вот эта лодка, видишь, маленькая такая штука, она, короче, заходила под воду, и она таранила японские корабли, японцы там помирали, тонули, и типа вот этот чувак, генерал, который не проиграл ни одного морского сражения. С японцами, да? Да, типа они вообще пики точеные, вот, да, я так говорю, что они японцев на пике точеные. Знаете, ему не зря памятник поставили, я так пробежался по Википедии. Его зовут Yi Sun Sin, и это один из самых величайших адмиралов в истории. Во всех сражениях с японским флотом, с японским, подчеркиваю, где у них было численное и техническое преимущество, он побеждал. На этом памятнике есть корабль снизу. Это так называемый корабль-черепаха, который является одним из его изобретений, если так можно сказать. По поводу пик на корабле, они есть еще и на крыше, и сбоку. Почему? Потому что японские корабли были выше, и эти пики нужны были для того, чтобы не было абордажа, чтобы японцы не смогли спрыгнуть на него. Это изобретение нивелировало сильное преимущество японцев, потому что они специализировались на рукопашном бое. В общем-то, это очень талантливый и умный человек. Так натягивать японский флот, учитывая, что у них численное преимущество? Да, как вы понимаете, военно-морское дело в Корее традиционное и сильное. Сегодня корейские военно-морские силы входят в топ-10 сильнейших в мире. В зависимости от рейтинга они либо на 5-м, либо на 6-м месте. Но они здесь их не особо любят, да? Ну, потому что есть за что, с одной стороны. Но, допустим, моя жена, она обожает Японию. Она много раз была в Японии. Она постоянно мне говорит, ты должен видеть Японию. Да, аниме Японию. все-таки тут смотрят, поэтому приходится Да, любить. Кто-то обожает Японию, но, знаешь, иногда до абсурда доходит. Японский ресторан, японской еды, и там, короче, наклейка не для японцев. Ресторан японской кухни. А почему не для японцев? Здесь есть эти корейские ватники, они до сих пор, то есть прям у них ненависть по отношению к японцам, и на некоторых заведениях ты можешь увидеть большую наклейку, там типа no, и японский флаг перечеркнут, типа японцы не заходите сюда. Это типа дискриминация? Нет? Ну, Особо, я так понял, их особо это вообще не волнует. то есть при этом ресторан японской кухни. Японской кухни. То есть они любят японскую кухню, но не любят японцев. Вот корейцы, вот это корейцы. Не стану никак это комментировать, кто я такой, чтобы учить их кого-то любить или не любить. Тем более немалая часть из ныне живущих пожилых женщин буквально были в сексуальном рабстве у японцев. Японцы их забирали в очень раннем возрасте и заставляли работать в станциях утешения, они так называли бордели, где над ними происходили абсолютные издевательства, где им наносили увечья. Так называемые станции утешения в Корее существуют до сих пор. Но успокою, вроде как теперь без рабства. Говорю вроде как, потому что, давайте будем честны, в этой сфере все очень нечисто. Короче, они у них теперь называются салоны массажа. Их реклама разбросана везде в городе. Это нам интересно. Так, что там? Так тут это интеграция, так сказать, на улицах, она повсюду раскидана. А это, наверное, какой-то развод, они на картинках явно не такие симпатичные, как в жизни. В общем, это под видом тайского массажа. Тут раскидывают такие бумажки ночью на мопедах, так как тут эскорт запрещен. Он, то есть, нельзя никак, вообще абсолютно. То есть, особенно там где-то на окраинах Сеула можно увидеть, что есть там всякие места там для тайского массажа, заведения тайского массажа, но это нифига не тайский массаж. Ага. Это эскорт, обычно это тайки, вьетнамки. Бурятки, возможно. Возможно. Вряд ли, я думаю. Вот. А еще есть
кроме таких еще вещей, такие же только с мужчинами. Ага. А почему мужчин не раскидывают, только женщин? Нет, это просто тут только женщин. Тут Гангнам, деловой район. А, Да, да. как и много где, бабушки сидят, продают всякие овощи, фрукты, имбирь, орешки всякие. Прикольно. Бать, вот это прям тяжелая артиллерия, целый мешок красного перца. Это пороховая бочка просто на улице стоит. Это кимчи у них не нарезанное. Ох. Знаете, я в этом видео часто произношу слово небоскребы, небоскребы, их действительно очень много, и, естественно, напрашивается сравнение с Нью-Йорком. Вот такой Сеул. Местами даже Нью-Йорк может позавидовать. В нем я был 2 раза по 1 месяцу, и я могу сказать, что многие города пытаются быть выше, чем Нью-Йорк. Но они никогда не будут лучше, чем Нью-Йорк. Если мы берем Манхэттен, практически каждый небоскреб — это произведение искусства. Это арт-деко, или классицизм, или модерн. Огромное количество небоскребов по типу Empire State Building, Chrysler Center или Rockefeller Center. Все эти здания имеют глубокую и интересную историю. В Нью-Йорке есть эстетика небоскребов и история небоскребов. В Сеуле очень часто не так. Есть масса зданий, которые высокие, но они абсолютно не эстетичны. Непонятное остекление, еще нередко есть какие-то потеки. Говоря честно, на дистанции эти здания явно лучше, чем вблизи, потому что так-то, говно полное. Поэтому в этом смысле конкуренцию с Нью-Йорком не выдерживает. С другой стороны, Нью-Йорк не выдерживает конкуренцию с Сеулом по части безопасности. Так скажу, Соединенные Штаты Америки, а в особенности Нью-Йорк, это Могадишо, Сомали по сравнению с Сеулом. Возвращаясь к Нью-Йорку, это классный город, но Сеул, он намного новее. По понятным причинам Нью-Йорк, извините меня, с какого века развивается и был центром промышленности. Сеул современнее, Сеул гораздо чище, и что самое важное, Сеул намного безопаснее. Потому что в Нью-Йорке у меня до сих пор стоит приложение Citizen, которое уведомляет о любом движе, суете, или, проще говоря, перестрелке, грабеже, пожаре, взломе, ограблении и так далее. Мне просто уведомление на телефон приходит, и я просто мьютнул в первые, я не знаю, пару часов, как я его установил еще в Америке, потому что у тебя постоянно разрывается телефон от того, что где-то произошло вооруженное ограбление магазина. И этим Сеул крутой. Плюс он гораздо дешевле. Здесь на $20 можно просто в хлам нажраться. Там невозможно. Что, $20? Ну это пойти кофе попить с каким-нибудь пирогом. Говоря откровенно, с инфраструктурой есть некоторые вопросы, потому что большое количество проспектов, которых никак не перейдешь, кроме как через подземный переход, не совсем уютно, из-за этого приходится зачастую делать 2 Старбакса напротив друг друга, потому что эта часть улицы и другая, это, считайте, вообще 2 разных места, никак с собой не сочетаемых. Это было важное замечание, которое касается очень многих их районов с небоскребами. Если таксист узнает, что тебя, оказывается, надо было высаживать на другой части улицы, он начинает так возмущаться, потому что надо отстоять пробку, светофор это минут 10-15 может выйти. В Сеуле очень долгие светофоры, можно хоть 5 минут стоять. Кстати, корейцы, несмотря на то, какие правильные, законопослушные, в отличие от тех же немцев, они зеленый свет не ждут и переходят на красный. Возможно, потому что корейское терпение не выдерживает по 5 минут стоять на всех этих гигантских проспектах. Кстати, могу похвалить их жилые кварталы. Да, вот это все, это самые обыкновенные жилые здания, но, несмотря на то, что здесь 50-60 этажей, кажется, что это просто жилищный ад, что-то на уровне 100-этажных трущоб из Гонконга, во многих из этих жилых комплексов происходит следующая картина. Все эти небоскребы стоят рядом друг с другом, и между ними находится, по сути, парк. Они находятся внутри парка. Этот парк — это их двор. В нем нет парковки, в нем просто сады, фонтаны, скамейки. Там вообще нет машин, там только пешеходные зоны. Это жилой комплекс, который по размеру как город. Он нескончаемый вдаль. Настолько глубокий и так много зелени. Я вот нечто похожее видел в роликах про Китай, где даже в очень плотной высокоэтажной застройке, но тем не менее они делают какие-то парки. Я не совсем понял, почему множество из этих жилых комплексов при корейском уровне-то безопасности, почему они закрыты забором, это мне не ясно. Но в целом уверен, жить в этом комфортно.
Корейская еда достойна отдельного видео, и оно обязательно будет. Начнем с того, что на протяжении всего видео вы видите какие-то рекламные вывески, постеры и так далее. Так вот, 95% вот этих всех вывесок — это еда. Корейцы едят постоянно, много, всегда и везде. 3 недели, проведенные в Корее, не сказать, что стали для меня испытанием, но местами было непросто. Начну с хорошего. В целом, вкусно. Далее, огромные порции, плюс тебе всегда дают куча топпингов, там кимчи или какой-нибудь перчик маринованный. В отличие от Европы, в Корее ты реально можешь заказать одно блюдо, и ты точно наешься. Цены на еду, учитывая их средние зарплаты, копеечные. В среднем покушать 10 тысяч вон. Это 7 с чем-то евро. И это большая, сытная, вкусная порция еды в хорошем кафе. Еда у них — это средство коммуникации. Корейцы обожают прийти в какое-то заведение, чтоб им поставили какую-нибудь плиту, и на ней они будут варить огромную миску всего: лапши, осьминогов, и параллельно пару часов они будут общаться, попивать соджу. Это их водка, только 14%. Проблема в том, что их заведения редко ориентированы на одного человека, и тебе дают гигантские порции, которые ты не можешь съесть. Кушать они ходят компаниями, поэтому если ты приходишь в какое-то хайповое место один, тебе могут сказать: доплати за место. То, что сейчас перед вами, это корейская классика, база, фундамент всего общества. Корейское барбекю. Принцип безумно простой. Вы приходите к компании, садитесь за специальный стол, где в середине есть выемка для кастрюли или для гриля. Сверху у вас стоит вытяжка. Вы заказываете сырое мясо, вам его приносят с кучей всяких овощей, и вы все это дело жарите. То есть это примерно как мангал у вас на даче. Любопытный факт. Корейцы не используют нож. Они мясо режут ножницами. Для кого-то это может показаться кощунством, но на практике это удобнее. Вот это все, это безумно крутой компанейский формат, который предназначен для того, чтобы ты пришел в большой компании, вы заказали себе выпивку, и вот так пару часов сидите по очереди на этом гриле, все это дело переворачиваете. То есть помните, как вы на даче там с батей полубухим стоите? Честно, у меня такого не было, но я всегда люблю приписывать какого-то условного бухого батю. Кажется, как будто у меня детские какие-то комплексы. Нет, у меня такого не было. Но вот вы стоите там с батей у мангала или со своим корешем. Это то же самое, только в миниатюре. Я честно скажу, когда вот берешь кусок дорогущего мяса и режешь его ножницами, кажется, что ты идиот какой-то. Но это типа удобно. Реально. Но по вкусу это ближе к стейку, чем к шашлыкам. Поэтому, типа прикольно. Следующая проблема. Давайте прямо и честно, острая еда в принципе это вредно. У азиатов не просто так проблемы с прыщами, комедонами и вот этим прочим, в том числе из-за острой, жареной и соленой еды. Но буду объективен, где-нибудь в Китае или Таиланде еда и более жирная, и более острая. В Корее все как-то более адаптировано, что ли, для европейца, но все равно местами было сложно. Объясню, у них избалованные вкусовые рецепторы. Наша еда для них очень постная, они ее не чувствуют. Соответственно, я их еду чувствую лучше, чем они сами. Жарить они тоже любят, всякие кляры и прочее, но это больше касается уличной кухни, которую я ни разу не пробовал, меня не особо привлекало, хотя до того, как я приехал в Корею, я пересмотрел десятки роликов их стритфуда, очень залипательный жанр видео, где молча минут 15 что-то готовят. В самой Корее я не стал это есть, потому что я был осведомлен о том, что санитарные нормы не очень соблюдаются даже в кафе, хороших кафе, что уж говорить про улицу. Да, несмотря на то, что это богатая, современная и крутая страна, там можно встретить, как противень моют на асфальте. Давай буду честен, не то чтобы очень здесь прибрано. И здесь уличная еда, она вот вся такая. Главное, больше перчика. Вот. И в принципе в кипящем масле микробчики вроде как убиваются. Вот ты сейчас сказал по поводу антисанитарии. Насколько здесь безопасно питаться? На самом деле, если ты кушаешь что-то остренькое, то очень безопасно. То есть они кушают острое, как раз таки вот кимчи, вот это все. Если ты кушаешь плюс остренькое, оно все вычищается вот так вот и все нормально. То есть у меня ни разу ничего не было. Не, мне просто понравился, только что взял вот этот, как это, половник, нул об стену, там высыпалось это все в эту корзину. Ну, не только... По поводу алкоголизма, насколько они много здесь пьют?
Настолько, насколько это невозможно представить. Да, они пьют абсолютно все. Пьют нереальное количество. У них отсутствует фермент. У азиатов отсутствует фермент, который расщепляет и выводит токсины алкоголя нормально. И как это выражается? Как это выражается, они пьянеют вот так. А, очень быстро И пьянеет. они их разносят просто. Чел просто соджи перепил, еле-еле идет. Но ему, конечно, соджи пить больше не надо. А вот там идет митинг. И судя по некоторым флагам с ЛГБТ-тематикой, веселый вечерок. Вон, он еле идет. Они пьют постоянно, бары, они не важно где пьют, они пьют дома, в барах и так далее, и так далее. Они трудоголики и алкоголики. Вот эта смесь всего очень плохая, потому что потом у них начинается депрессия, вот это вот все. Ты, кстати, про антидепрессанты говорил. Да, то есть это вот как раз таки, они большинство сидят на успокоительных, на антидепрессантах, на всяких валерьянках и так далее. Много кто сидит, но у них нет вообще нервов, у них они снесены, я бы так сказал. То есть особенно вот у молодежи, они все очень зашуганные, запуганные, им очень сложно из-за всех этих универов и так далее. То есть даже вот студенты, кто приезжает там из бывших стран СНГ сюда, они вообще довольно-таки в шоке от того, насколько тут сложно. Да, им тут всем нравится. Как раз таки есть люди, которым очень нравится учиться. Мне просто нет. А другим людям это дело нравится, как бы, я их понимаю. Но даже они говорят, что очень тут сложно. Как вы уже успели заметить, в Сеуле очень много проводов. Километры проводов свисают над вами, где бы вы ни находились. Это не уникальное свойство Сеула, это присуще многим, если не всем странам Азии. Через пару дней к этому привыкаешь, так же, как и привыкаешь к огромному, просто беспредельному количеству визуальной рекламы на фасадах зданий, дизайн которых не подчинен буквально ничему. В этом городе... Это касается других стран Азии. В принципе, не существует такого понимания, как дизайн-код, какой-то стандарт рекламы, или не только рекламы, вообще здания. Здесь все, в принципе, не подчинено никаким стандартам. Однако, это все настолько хаотично, и хаос настолько хаосный, что... он начинает превращаться в порядок. Да, когда этого настолько много, это уже превращается в некую системность, ты к ней привыкаешь, и более того, она выглядит крайне фотогенично. Особенно в темное время суток, в то время, когда Сеул заново раскрывается. Днем все такое серое, белое, бетонное, бледное, а ночью неоновые, красные, синие огни. И вот что мне здесь, в отличие от Европы, нравится, это то, что в 8-9 вечера здесь только все начинается. Никто не идет спать так рано. То есть Европа, она такая пенсионерская, 8-9, все, отбой. Если это касается Германии, то там, в принципе, всем уже потихонечку собираются ложиться спать. Это такая тоска. У него много денег там? Долларов 20 у него есть. Знаешь, там сижу. Тут, короче, кей-поперы. Знаешь, как этот мем со Спанч Бобом? Там, где огромная очередь, ее отсутствие. Вот тут танцует кей-поп, поют дед шансончик, два чела сидят, и тут 20 баксов. Я бы ему кинул, но у меня только 100 есть. Лучше не позориться, да? Огромные толпы красивых, как с подиума вышедших людей. Все эти неоновые вывески отсвечиваются от идеально наполированных суперкаров, которые проезжают по всем этим районам. Но я обещал поменьше этого блеска. Давайте что-то попроще. Да, проводочки, это, конечно, здесь особенное искусство. Я вообще, в принципе, нахожусь в районе, который такой, знаете ли, своеобразный райончик, не так ли? Но, уверяю, сквозь тернии к звездам. Я сейчас попадаю в такую красоту, точнее, направляюсь к ней. Вы обомлеете от того, насколько уютный уголок меня ждет. Да хотя и здесь не так, чтобы плохо. Прикольно. Мопеды только ездят, раздражают, а так нормально. Ого, это уже раритет. Как вы думаете, с какого года разводят людей? Слушайте, ну я думаю, это 90-е, не раньше. И в такой квартальчик попадаю. Проводочки, вывески цветастые. Короче, красота. Есть в этом определенный шарм. У них у многих ресторанов есть такая фишка: поставить витрину, точнее аквариум с рыбой
на улицу для того, чтобы показывать, что, дескать, у нас типа свежая рыба. Вон осьминоги, а вот это уже, я не знаю, что это такое. Я правильно понимаю, кто-то просто повесил рыбу сюда. Зачем? Чтобы она воняла на всю улицу? Это типа распылять запахи в рекламных целях? Или что? Вау! Круто. Мне так чел улыбается. За почти неделю здесь я увидел бомжей. За почти неделю. Может, их действительно не так много, как, скажем, в странах Европы, потому что здесь это дело порицаемое, осуждаемое наверняка. Потому что в Европе, в принципе, без разницы, бомж ты, не бомж. То есть к людям, я имею в виду проразвитые европейские страны, к ним очень снисходительное отношение, я бы сказал, благосклонное. А здесь, учитывая их конкуренцию, постоянную борьбу за авторитет, за внимание и так далее, наверняка к ним отношение очень не очень. И у них столько еды, столько еды, столько еды, столько еды. Учитывая, сколько здесь еды, мне реально интересно, сколько вообще средний кореец в день раз ест? Потому что, ну, так много еды. То есть люди не просто должны постоянно есть в каких-то заведениях, не дома, так еще и много раз. А вот про какой район я говорил. Это большой такой, ну, типа рынок с аутентичными зданиями, где всякие... Блять, он мне 4-й раз переграждает дорогу, вот он прям прогадывает мой маршрут. Короче, этот район называется Иксон-Донг Ханок Виллидж. Знали бы вы, с какого раза я это произнес. И это одно из крутейших мест в Сеуле, где я был. Это микрорайончик с традиционными корейскими домами, которые были построены в начале 20 века. Тогда это было просто жилье, а сейчас их переделали в кафе. Место хоть и откровенно туристическое, но, кстати, в Сеуле это не особо проблема, потому что туристы все равно корейцы. Так вот, несмотря на то, что оно туристическое, возможно, здесь самая лучшая кухня, где я ел. И ко всему прочему, здесь уникальнейшие интерьеры, в том числе и классические, где я прям кайфовал от всей этой корейской эстетики. Я, например, был в традиционном чайном доме. Это просто шедевр! У них есть какой-то прикол, который я вообще не понимаю. По-моему, у нас такое было в начале нулевых, а потом оно исчезло за ненадобностью. Здесь есть будки, где ты можешь сфотографироваться. И их очень много, то есть их реально очень много. Здесь просто будки, где ты фотографируешься. Для чего? Да, конечно, очень аутентичное место. Милота, не так ли? Я считаю, что если бы отсюда убрали столбы с проводами, потерялась бы вся эта эстетика. Ой, дамы, вы потрясающие. Фотографируйтесь на здоровье. Я не против. У них очень красивая национальная одежда. Жалко, они здесь все так не ходят. Но скажем спасибо вонючей глобализации, из-за которой идентичность национальная размывается абсолютно во всех странах. Вот, поэтому, дамы корейские, которые наверняка смотрят мое видео, одевайтесь только так, пожалуйста. Это не требование, это просьба. Кстати, можете мне там писать, куда будет удобно. Это просто ноу-хау, я такого никогда не встречал. Это автомат по гаданию. То есть ты ставишь сюда свою лапу, нажимаешь, ну, предварительно сюда засовываешь 1000 вон, и тебе гадают. Не, я даже ради видео это делать не буду. Это бренд. Мне есть куда деть 1000 вон. Еще 300 вон добавить, и будет проезд на этом автобусе. Здесь я ценю наличку, потому что ее здесь много надо. Блин, кайфово. Здесь кайфово. А это кофейня, ради которой я сюда и приехал. Так, значит, смотрите под ноги. Я так понимаю, это вход. Просто не хочется, как идиот, пройтись, когда здесь вход. Ну, по идее, да. Да, здесь вроде все такое прилепленное. Вот и, собственно, это заведение. Классический такой деревянный интерьер, очень приветливый персонал, что, кстати, необычно для Кореи. Имею в виду, что мне улыбались. Какая красота. Не так ли? Я предлагаю, хотя как будто у вас есть выбор, особо не говорить в этом видео про еду, потому что у меня десятки гигабайт того, как я жрал. Оставим это на специальный выпуск. Да, для рекламы они берут, конечно, девочек особенно интересных. Красота какая. А, это ж соджу она рекламирует. Это, между прочим, у них достаточно крепкий напиток. Если бы эти лампочки горели, было бы темно, было бы куда интереснее. О, старые американские плакаты и старые корейские плакаты. И новые корейские плакаты. У них тут кинематограф снимается ого-го как.
Так, ну вот по поводу зарплат, кстати. Какая вот в Сеуле средняя зарплата? Если ты еще сказал по профессиям, было вообще шикарно. В общем, начнем с минимальной зарплаты. Это не только в Сеуле, это в Корее. Минимальная зарплата, если ты работаешь 5 дней в неделю, полный график получается. А какой здесь рабочий день? 8 часов в день. Ага. То у тебя будет минимальная зарплата 1 миллион 800 тысяч вон. Сейчас курс, к сожалению, упал, но это примерно вот $1500. То Это есть минималка. это самая минимальная зарплата, полный рабочий день. Если ты являешься уборщиком, ты столько получаешь. Если ты там являешься продавцом в магазине, не то, что ты столько получаешь, это вот минимум, на который ты можешь рассчитывать. После окончания университета молодой парень или молодая девушка, они приходят работать в какую-нибудь компанию, в какой-нибудь офис, да, вот где вот надо сидеть. Угу. У них, конечно, зарплата не будет, вот прям самая минимальная, 1 800 000 вон, но где-то $2000 они будут получать. Вот. Здесь Это- можно на них прожить? Да, 100%. Да. Сколько стоит более-менее приемлемое жилье для одного человека? Нет, конечно, опять же повторю, все очень индивидуально, смотря сколько каждый человек тратит, но я могу сказать за себя. Первая квартира, которую я снимал, она была не в Сеуле, она была рядом с Сеулом. Я платил за однокомнатную квартиру $200 в месяц. Ого! То есть Так мало? я бы никогда в жизни, допустим, в пригороде Москвы, по сути дела, это был Сеул, потому что сел на метро и через Ну да. 25 минут ты уже на Кангнаме находишься. И за $200 я снимал квартиру. Вот. Ну, в принципе, если вот у тебя зарплата $2000, если у тебя есть там родители помогут тебе с депозитом, если ты имеешь депозит, то ты будешь платить меньше. Кстати, по поводу депозита. Я наслышан, что здесь жуткие депозиты. Это насколько правда? Это правда, но это выгодно. К примеру, квартира, в которой сейчас живу я, мы, получается, заплатили большой депозит с Сколько? самого начала, где-то $200 000. Сколько? 200? $200 000. Но там есть один нюанс. Нам, А где вы столько денег взяли? Нам, как молодой семье, государство, в общем, выделяет много различных плюшек, и мы какую-то сумму собрали сами, 30%, от этой суммы. Вот, остальное нам дал банк, и мы, получается, каждый месяц просто платим процент в банк. Это ж просто кабала, 200. А что у вас за квартира? Это президентский дворец, в котором мы сегодня были? Нет. Это вообще самая обыкновенная квартира. Хозяин, он забрал этот депозит, да? И, да. И он дальше использует этот депозит как он хочет. Там, может куда-то вкладывать, может свой бизнес попытаться открывать на этот депозит. Вот. Мы платим в месяц, где-то $200. Если у кого-то есть депозит, да, к примеру, ты платишь этот депозит примерно это 80% от стоимости этой квартиры. Ага. Вот. И ты живешь бесплатно. Ну, то есть ты не платишь в месяц, только ты платишь за коммунальные услуги. Какой ужас. Вот. Чем депозит больше, тем в месяц ты платишь меньше. Потому что бывает, например, ты можешь... То есть ты аренду не платишь, по сути? Да, не платишь, если большой депозит заплатил. К примеру, ты можешь заплатить депозит не $200 000, а $30 000. Но тогда в месяц ты будешь немножко платить. Все, я понял. Понял, да? То есть чем больше платишь, Да. тем меньше Да, платишь да, за да. аренду. Да. А коммуналка, ты платишь за нее что-то? Да, конечно, мы платим коммуналку, но баксов 60 максимум. Это за тепло? Свет, газовый бойлер, вот такое, вода. Немного. Немного, вообще. Кое-какой смысл в этой системе есть. Я ее объясню коротко. Чем больше ты даешь залог за квартиру, тем меньше будет твоя арендная плата. Это выгода для тебя, и это выгодно для арендодателя, потому что в его руки поступает большая сумма, которую он может инвестировать в бизнес, и таким образом арендодатели прокачивают местную экономику. Единственный недостаток в том, что тебе надо учитывать инфляцию. Через 5 лет тебе вернут полностью твой залог, только без учета инфляции. О, я наконец-то нашел срач в публичном месте после какой-нибудь бурной ночки.
Тут какие-то напитки, здесь какие-то бычки, сигареты. Кажется, еще кто-то обоссался. Что интересно, это зона для курильщиков. Как она выглядит. То есть здесь курильщики — это самый угнетенный класс. И это одна из тех причин, почему Сеул, пожалуй, самый не вонючий город из всех, где я был. Вторая причина вытекает из того, что это в целом богатая страна, и они ездят на дорогих машинах с хорошими фильтрами, с новыми двигателями, высоких стандартов экологичности. Соответственно, город тихий и не вонючий в прямом смысле. Прям такая зона отчуждения. Им нельзя этим заниматься в других местах. Здесь везде таблички «нельзя». И если это сделаешь, то будет штраф. Это видео идет уже час, но я даже и половины своих впечатлений про Сеул не рассказал. Это слишком большой город, который до предела концентрирован впечатлениями. Настолько, что открывшаяся для туристов Япония 11 октября, я не хочу туда ехать, потому что хочу еще переварить все то, что мне дал Сеул. Один Сеул, не вся Южная Корея. Кстати, мои подписчики из платного телеграм-канала целый месяц получали эксклюзивные материалы из моего путешествия в Корею. Разные фотки, стримы, видосы. Поэтому, если вы хотите поддержать мой travel-контент и взамен получить кучу лайв-контента, ссылка будет в описании. Нажимаете «Вступить», затем вам бот пишет в личку, и через него оплачиваете. Это лицензированный бот в Телеграме. На этом пока что все. До свидания.